Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Ну что, конец года настал, это значит, что время выпускать последний ролик уходящего 2023 года. И, конечно же, как обычно, моим завершающим роликом становится топ-10 лучших альбомов года. Это те пластинки, которые меня в этом году абсолютно покорили, которые мне хочется с вами поделиться. И надеяться, что вы тоже их слушали или, возможно, послушаете после того, как я вам про них расскажу. Как обычно, напоминаю, что это мое личное мнение как музыкального обзорщика, блогера и критика. Оно не обязательно должно совпадать с вашим, и это абсолютно нормально. Но если вы пришли на мой канал, то по какой-то причине вам интересно мое мнение, или вы готовы к нему прислушаться, а возможно, вы в поиске чего-то нового, и я надеюсь, что мой список что-то из этого вам предложит, вы прислушаетесь, или, возможно, увидите тут своих любимчиков и порадуетесь, что тоже, собственно, часть плана. Все будет происходить как обычно, я вам назову альбом и его место, немножко расскажу, почему я считаю его одним из лучших в этом году, и таким образом мы будем двигаться от 10 места к первому, и таким вот образом завершим мой, ну и заодно ваш музыкальный год. Ну что, поехали. На 10 месте альбом Something to Give Each Other, Трой Сиван. Мне кажется, что если с альбомом Bloom Трой Сиван нащупал правильный вектор хорошего дэнс-попа, то с альбомом Something to Give to Each Other он это воплотил в нечто большее и смелое. Я уже говорил в своем обзоре, что у меня возникло такое ощущение, что Трой Сиван метит на аудиторию Кайли Миноуг, только помладше, ну и, собственно, сам Трой Сиван тоже уже следующее поколение. Потому что он один из немногих людей, у которого получается танцевальная попса, очень похожая на европоп, но при этом которая звучит не так, как будто она сделана на коленке каким-то непонятным диджеем, а в которой действительно есть какой-то смысл, в которой заложена какая-то душа, и то, что ощущается как настоящая музыка, а не просто набор звуков, чтобы под них попрыгать. И вот именно этот альбом как будто по-настоящему открывает эту сторону Троя Сивана и показывает, что он очень много чего интересного может предложить слушателю, потому что этот альбом, он очень модный, он очень креативный, он не надоедает, несмотря на свою легкость, и использованные ходы, даже если меня в некоторых моментах не привлекли сразу, затянули в конце концов все равно. Так что помимо того, что я это считаю очень хорошим танцевальным поп-альбомом, я также считаю, что это некое новое начинание Троя Сивана, и что он в будущем может нам показать еще намного больше. Место номер 9. Desire I Want to Turn Into You, Кэролайн Полачек. Какой же у этого альбома невероятный продакшн. Эта работа вообще как будто стала тем самым представлением Кэролайн себя как состоявшегося артиста в полной мере, потому что я не так давно ознакомился с ее дебютом и софтмором, и, если честно, в них как будто чего-то не хватало. Чего-то, что позволило бы тебе целиком ее понять и принять. А вот тут я как будто сел и выслушал ее креативное я, сидя на стуле в пустой аудитории, и вот как будто бы все понял. Мне кажется, у нее просто великолепная чуйка на звучание, и то, как его можно преподнести, чтобы ты это воспринимал как некий абсолют креативности и нечто, вот знаете, bigger than just a song. По-русски трудно это сказать. И при этом, несмотря на свою структурную комплексность, пластинка слушается очень легко и вызывает в тебе некое чувство эйфории, за счет чего к ней очень легко проникнуться и очень часто хочется ее переслушивать, потому что ее вот этот некий нескончаемый креатив как будто цепляет тебя на невидимый крючок, с которого слазить вообще не хочется. 8 место занимает пластинка Inside the Old Year Dying, Пиджей Харви. Несмотря на обширность каталога Пиджей Харви и невероятно крутых пластинок, которые она выпускала, она по-прежнему не перестает удивлять, потому что Inside the Old Year Dying — это очень глубокая, изобретательная и безумно талантливая работа. Этот альбом наполнен мистическими звучаниями и текстами, будто приглашая нас в какой-то инди-триллер на очень забытом инди-кинофестивале. Очень смекалистая смесь акустики и электроники добавляет этому всему просто неповторимую харизму и, на удивление, очень круто сочетается вместе.
Потому что контекстно это такой альбом, перевальная точка, размышления на темы прошлого, настоящего, анализ, какие-то выводы. Но при этом альбом постоянно заставляет тебя думать, а что же дальше, а куда двигаться, и хочется ждать нового материала. Потому что за счет поэтичности, вот этой насыщенности, продуманности, все тебя немного удивляет и заставляет обращать внимание на историю и концепцию работы. Я считаю, что это одна из лучших работ Пиджей Харви в ее карьере, самая контекстная, очень концептуальная, насыщенная, очень кинематографичная. Поэтому я считаю, что если вы любите такого вот стиля работы, то вам точно нельзя пропустить этот альбом. Место номер 7. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard, Лана Дель Рей? Лана, конечно, удивительный артист своего поколения при своей популярности, особенно той, которая у нее случилась в последние несколько лет, когда она вообще стала очень стриминговой артисткой. Оставаться настолько постоянной в качестве материала — это, конечно, дикий талант. В целом трудно сказать что-то новое по поводу альбома Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, кроме того, что я говорил в своем обзоре, но хочется отметить, что насколько же взросло, продуманно и правильно выглядит вся вот эта проработка новой личности Ланы Дель Рей, которая нам последние уже несколько альбомов раскрывает себя настоящую как человека, а не персонажа. То есть это альбомы уже ближе к Элизабет Грант, чем персонажу Ланы Дель Рей, который нас встречал, приветствовал первые ее 4, грубо говоря, альбома. Тут мы видим страхи, боль, переживания настоящего живого человека, размышления о семье, о своем месте в обществе, о каких-то очень банальных, но в то же время, но понятных всем тематикам. И за счет этого она как будто бы находит новый коннект со своей аудиторией, и все новые песни, они воспринимаются уже немного по-другому и как будто более лично. Ну и при этом я считаю, что те продюсеры, с которыми работает Лана, те коллаборанты, которые приходят на ее альбомы, настолько правильно, хорошо подобраны, и настолько они вместе сочетаются, что это все всегда выводит на позитивный, великолепный, очень интересный материал, который хочется слушать, переслушивать, возвращаться, переслушивать всю дискографию в ее контексте и разбираться, как она все это время эволюционировала. Поэтому, ну, конечно, браво. Шестое место. Unreal on Earth, Хозер. Вот знаете, для меня это был один из альбомов, который я, в принципе, даже не ждал, я не особо даже следил за Хозиером, потому что, ну, довольно редко он выпускает какие-то альбомы, но при этом его новый альбом настолько сильно удивил меня своей насыщенностью и какой-то грандиозностью, потому что круто сделать альбом, вдохновленный Адам Данте и вообще концепцией девяти кругов ада, ну, это, конечно, надо уметь. Хойзер нас прямо отправляет в некое путешествие со множеством интересных поворотов, каких-то сменяющихся кадров перед глазами, потому что этот альбом — это как будто вот ты садишься на аттракцион в едущую машину, только вместо американских горок ты проезжаешь через полноценную какую-то историю с кучей иллюстраций, каких-то постановок. Потому что альбом дичайше глубокий, там настолько интересная какая-то мифология, которую хочется прям изучать еще больше после прослушивания, чтобы лучше понимать все отсылки, подтексты Хозера. Мне кажется, в этот раз он показал лучшую свою работу со стороны артистизма, поэтизма, потому что он не побоялся погружаться в самые смелые, какие-то страшные мысли, душевные переживания. И все это настолько тебя обволакивает и заставляет быть не просто сторонним наблюдателем, а полноценным участником событий, которые происходят в этом альбоме, что ты просто, ну вот, не можешь как-то от него абстрагироваться. И несмотря на то, что альбом довольно длинный, он идет чуть больше часа, вся его вот эта необходимая кинематографичность, смесь традиционного для артиста фолка, такой немножко классического рока, альтернатива, дарк-попа, все это сочетается в некую невероятную историю, с которой просто не хочется выныривать на протяжении всего вот этого часа. Место номер 5. Red So God, Wednesday. Если вы вдруг впервые слышите об этом альбоме сейчас в моем ролике, то
круто, потому что я вам сейчас немножечко расскажу и отправлю это все слушать. Потому что вы когда-нибудь представляли себе, как звучит инди-рок и альтернативное кантри? Потому что это вот что-то в этом роде. Очень трудно себе представить, как это может сочетаться, но когда вы послушаете этот альбом, это окажется настолько уместным и прям чем-то необходимым, что вы зададите себе вопрос, а где мы все были раньше? Потому что Wednesday, они нам представляют такое очень ёмкое, короткое, но яркое путешествие по жизни на юге Штатов. И это такой более громкий, яркий, жесткий э, инди-звук. В них чувствуется какой-то неповторимый вайб ребят, которые видно, что выросли уже слушая современную инди-сцену, то есть вот где-то десятые. И они это как будто настолько впитали, переработали и выдали в интересном концепте с очень крутой подачей, что очень трудно отвернуться и не заметить то, как их прям прет от того, что они делают. Потому что, когда ты начинаешь слушать этот альбом, он кажется вполне таким типичным альтернативным альбомом. Но как только ты доходишь до второй песни на альбоме, Bull Believer, которая длится 8,5 минут, альбом берет тебя просто измором. И в итоге он пролетает настолько быстро, что ты к концу буквально вот просто приходишь в себя и понимаешь, что ты уже успел проехаться с этой группой на стареньком ретро-минивэне и взахлеб послушать их удивительные истории. И за счет своей краткости он кажется чем-то, чего тебе не хватает, и хочется больше еще чего-то дослушать или какой-то, знаете, постскриптум получить, но, к сожалению, история очень быстро заканчивается, но оставляет тебе настолько приятное ощущение и желание чего-то большего, что я, конечно, с удовольствием и большим ожиданием жду нового материала от группы Wednesday. 4 место. But Here We Are, Foo Fighters. Я долго думал, бросаться ли громкой фразой и говорить ее, но в итоге решил, что да. Я хочу сказать на входе, что данный альбом — это лучшее творение группы Foo Fighters. Несмотря на то, что пластинка по сути, конечно, довольно грустно, очень тяжелая, потому что вся эта работа — это то, как участники коллектива справлялись с потерей одного из своих, но они смогли это обернуть в нечто настолько вдохновляющее, какое-то возвышенное и очень эфемерное, что ты чувствуешь не только какие-то тяжелые эмоции, грусть или там скорбь, печаль, а ты как будто настолько вдохновляешься их пройденным путем, то, как они проработали свою травму и смогли ее выплеснуть в музыку, что лично у меня все эмоции, которые оставляет этот альбом, это некое чувство благодарности и желание научиться настолько глубоко, взросло и логично, что ли, подходить к проблемам и, вот знаете, делать из горя что-то удивительно красивое. Это альбом, на котором не проседает ни одна композиция, и все 10 из них — это потрясающие мастерские работы. Одна из них, как вы, я думаю, знаете, попала в мой список лучших композиций этого года. Это композиция "Rest", которая просто душу вырывает. И пройти вот этот путь альбома и того, как с ним справлялись участники коллектива, кажется некой честью. Потому что в нем столько интересных нюансов, очень нетривиального подхода, что на этом всем просто хочется учиться и благодарить участников Foo Fighters. Между делом хочу сказать, что у этого списка есть расширенная версия, где есть еще 5 альбомов, таких как специальное упоминание или же 11-15 место. Если вы хотите узнать, какие это альбомы, то вы можете подписаться на мой Бусти и заодно поддержать мой YouTube канал, Telegram канал и вообще все то, чем я занимаюсь. Ссылки все внизу. Ну а мы переходим к топу 3, и третье место занимает пластинка под названием The land is inhospitable, and so are we. Мицки. Мы в целом знаем, что у Мицки нет плохих альбомов. Мы также знаем, что она вполне умеет работать со слогом. Мы знаем, что она умеет создавать атмосферу своей музыкой. Но все равно альбом The Land is Inhospitable and So Are We, он немного особенный. Потому что с Мицки мы как будто прошли путь от рассуждений на тему юности, взросления, первых отношений, страданий, расставаний. Мы добрались вместе до того момента, где
уже молодая женщина уютно садится с бокалом вина поздним вечером в своих самых уютных тапочках, чтобы вспомнить свои любовные истории, порассуждать на тему одиночества и того, как оно заставляет ее чувствовать. И это путешествие, оно неровное, со своими взлетами, падениями, какими-то яркими, громкими, но в то же время тихими и приятными моментами, как настоящая память, которая никогда не бывает однородной. И несмотря на то, что большая часть альбома, он придерживается каких-то умеренных инструменталов, у нас периодически случаются эмоциональные всплески самых ярких моментов, которые можно легко считать как те, которые оставили наибольший отпечаток на артистке. Очень правильно и умно тут Митски сыграла на том, чтобы поставить этот альбом как представление себя как автора-исполнителя, потому что именно это сделало его восхитительным. И все его вот это фолковое звучание с добавками оркестровых добавляет ему невероятной глубины и мудрости, играя на эмоциях и вот какой-то внимательности. Это вот буквально полноценная картина и повествование со своим началом и логичным финалом. И я считаю, что это абсолютно лучший альбом в карьере Митски. Место номер 2 занимает пластинка The Record Boy Genius. Я уже даже не знаю, как нахвалить то, что настолько сильно нахвалено всеми остальными, поэтому я просто скажу, что Boy Genius и The Record для меня стало неким вот абсолютом инди-музыки, когда три очень талантливых человека, у которого сольно есть восхитительные работы, объединились вместе, и действительно, как будто бы их сила вот умножилась на три, потому что они не стали каким-то одним целым, куда каждый привнес частичку себя. Нет, каждый полноценное свое «я» привнес в этот проект, и действительно The Record стал как будто вот абсолютом. Это альбом, за развитием которого интересно наблюдать, в котором интересно копаться в текстах, который, несмотря на свою такую очень инди-наполненность, встречает тебя очень запоминающимися хуками, который достаточно понятен для того, чтобы быть понятным большинством людей, но при этом он настолько комплексный и интересный, насколько может быть вот эта вот инди-работа о каких-то своих чувствах, страхах, переживаниях, отношениях. И все на этом альбоме потрясающе раскрываются, имеют какие-то свои интересные моменты, и в целом слышно, что каждый привнес какие-то свои особенности звучания в этот альбом, и они вот выплывают в какие-то самые интересные, неожиданные моменты, и за счет этого альбом кажется очень цепким и тем, который абсолютно задерживает твое внимание и заставляет к нему возвращаться. Потому что тут действительно идеально каждая его составляющая. Подход, звучание, лирика, то, насколько тематически этот альбом тоже интересен, потому что он, несмотря на то, что тут есть какие-то темы личных переживаний, отношений, это также альбом огромного взаимоуважения между друзьями, соответственно, участницами коллектива, принятие таланта друг друга. И вот за счет всего этого альбом кажется как будто даже немного магическим, потому что для меня он кажется настолько правильным, и вот альбом, в котором даже не возникает никакой мысли, что чего-то не хватает, или что-то хотелось бы поправить, или что-то убрать, потому что тут работает абсолютно все, и это прекрасно. Ну и первое место, и мой альбом года это This Is Why, Paramore. Вот как надо расти артистам. Учитесь, пожалуйста, все. Наверно, с одной стороны, мое первое место в этом году немного пересекается с моим прошлогодним лидером, когда первое место заняли Arctic Monkeys с альбомом The Car, потому что одна из важных точек, почему я называю этот альбом лучшим в этом году, пересекается с ними, потому что это один из невероятных примеров артистов и группы, которая, выстрелив еще в уже далеких нулевых, показала то, как можно очень правильно, очень продуманно, очень круто расти как артистом, при этом развивая свое творчество, возводя его в некий абсолют, не боясь экспериментировать, пробовать что-то новое, заигрывать с новыми тематиками, звучаниями, но при этом всегда на первое место ставить творчество.
Не массовые какие-то закосы под кого-то, не то, что будет продаваться или ставиться на радио, а то, что ты действительно чувствуешь как артист, потому что Paramore выдают именно вот это. Это очень брутальная, честная, прям такая кричащая постпанк работа, которая, ну, для меня возвела Paramore вот в некий ранг действительно наилучших представителей индустрии, которые уже на протяжении большого количества лет не просто, знаете, делают то, что они знают, как делать, или то, что они понимают, что будет работать, а каждый раз стараются немножко подвинуть эту планку. И альбом This Is Why двигает эту планку настолько мощно, ярко и заметно, что их просто хочется приводить в пример абсолютно всем. И вот просто кричать, вот смотрите, люди так умеют, потому что они горят своим творчеством, они не боятся залезать в какие-то новые темы, предлагать новые какие-то решения. Иногда просто кричать от ярости, потому что решений проблем не бывает, и такая взрослая жизнь. Иногда нужно просто выплеснуть эмоции, двигаться дальше. И вот эти все эмоциональные качели и горки, они настолько соприкасаются со слушателем, особенно если вам уже за 20, я так думаю. А они в итоге предлагают настолько открытую, честную, просто, ну, бриллиантовую работу, в которой мне абсолютно не к чему придраться, и которая вызывает во мне какой-то такой трепет и мурашки именно за счет того, что я настолько уважаю то, как они это делают, потому что, правда, вот у меня вызывают трепет не только какие-то суперэмоциональные работы или те, которые, знаете, прям пытаются под кожу тебя забраться, но у меня также вызывают вот этот, знаете, благоговенный трепет моменты, когда я слышу, что артист просто растворяется в своем креативе, в своем творчестве и готов абсолютно честно, без купюр, и понимая, что это может быть чем-то, что не станет там хитом или не зайдет среди всех слушателей, но он настолько это чувствует, понимает и готов этим поделиться, что он готов бросить все только ради того, чтобы ты это услышал. И вот когда я слушаю такие альбомы, вот лично для меня вот этот, знаете, щелчок и кликанье происходит, и я понимаю, что вот ради такого творчества действительно стоит слушать музыку, пытаться в ней разбираться, ценить и не переставать ждать чего-то нового и интересного от артистов. Так что браво, Paramore! Огромное им спасибо за то, что они делятся своим творчеством и не боятся расти дальше. Поэтому с огромной честью и удовольствием я называю альбом This Is Why абсолютно лучшим в этом году. Ну что, вот такой вот у меня получился топ-10 лучших альбомов 2023 года. Мне кажется, список получился интересный, разнообразный, много чего можно послушать. И, опять же, если вы вдруг чего-то из этого не слушали, то я вам настоятельно рекомендую. И, конечно же, обязательно пишите в комментарии ваши любимые альбомы этого года. С удовольствием все почитаю. Если вдруг что-то не слушал, послушаю, потому что сейчас сезон обещает быть тихим. Как обычно, начало года, все отдыхают. Также, конечно, пишите, как вам мой топ, мне интересно почитать. Не забывайте поддерживать ролик лайками, комментариями. Ну и, конечно же, как обычно, я хочу вас поздравить с уже некоторыми прошедшими, некоторыми наступающими праздниками. Я надеюсь, что 2024 год хоть кому-нибудь принесет мира и хоть немного спокойствия. Ну, а у нас по-прежнему как была, так и остается музыка. Плохая, хорошая, нейтральная, местами великолепная, великая, местами просто трэшовая. Но все это нужно ценить и уважать, потому что именно музыка — это то, что позволяет хоть на пару минут в день отвлечься от своих дел, каких-то бед и проблем, и погрузиться в удивительный мир артистизма, какого-то мастерства и просто удивительного мира музыки, которая никогда нас не покидает, остается с нами, радует чем-то новым. И, естественно, следующий год будет не исключение. Так что слушайте музыку, наслаждайтесь ей и не забывайте заходить в гости на мой канал. Я вас всех еще раз поздравляю с праздниками. Всем большое спасибо, что провели со мной этот год. Я безумно всем благодарен. Спасибо большое за просмотр этого ролика и всем пока.